Друзья, привет! Мы в Иерусалиме. Наша сегодняшняя поездка посвящена святым местам, связанным с Богородицей. В Евангелиях немного рассказывается о Деве Марии. Там в центре Иисус. А о ее жизни мы узнаем из церковного предания. Иерусалим. Мечеть Амара или купол скалы на Храмовой горе. Это место святое и необычное. Считается, что именно отсюда, со скалы на Храмовой горе, Господь начал сотворение мира. Когда-то здесь находился Иерусалимский храм. Не просто храм, а единственный иудейский храм единого Бога. От него осталась вот эта западная стена, самое близкое место к святая святых, где хранился ковчег Завета и место постоянного Божьего присутствия. В VII веке на Храмовой горе, на месте разрушенного римлянами Иерусалимского храма, воздвигли мечеть Кубат-ас-Сахра – купол над скалой. Ее построили на месте святая святых Иерусалимского храма. На том месте, где, согласно церковному преданию, более 2000 лет назад первосвященником была введена в храм юная Дева Мария. Однажды из города Назарета двинулась торжественная и многолюдная процессия с маленькой трехлетней девочкой во главе. Ее вели за руки престарелые родители Иоаким и Анна и называли эту девочку Марией. Шли 3 дня с небольшими остановками из Назарета, где родилась Мария, в Иерусалимский храм, чтобы исполнить обет, данный родителями Марии, о посвящении ее Богу. Первосвященник Захария встретил Марию такими словами: «Господь возвеличит имя Твое во всех годах, что через Тебя явит Господь сынам Израиля искупление». Перед распятием Иисус завещал апостолу Иоанну заботиться о своей матери. Они проповедовали на Кипре и в Эфесе, в современной Турции, а впоследствии вернулись в Иерусалим. Богородица умерла здесь, на горе Сион, где сейчас находится храм Дор-Мицион, храм Успения на Сионе.
Мы продолжаем идти вдоль крепостной стены. А вот здесь это церковь всех наций, это вот это здание, и за ней Гефсиманский сад. А левее должна быть гробница Богородицы. Нам туда. Предание гласит, что когда траурная процессия с усопшей Марией двигалась с горы Сион в Гефсиманию, множество народа следовало за ней. Иудейские священники и старейшины пытались разогнать народ. Иудейский священник Афоний подбежал и схватился за ложе, на котором лежала Мария, чтобы опрокинуть его, но невидимый ангел отрубил ему руки. Пораженный этим, Афоний раскаялся и был исцелен. Остались только шрамы. Друзья, нам повезло, гробница открыта. Кстати, эта церковь является семейным склепом и представляет собой крипту большого храма времен крестоносцев. А храм этот был построен на месте византийского храма V-VI веков. К сожалению, верхний уровень церкви был разрушен Салах-ад-Дином, если я не ошибаюсь, в 1187 году. Но нижний уровень с гробницей Богородицы сохранился. Вероятно, потому что мусульмане почитают Марию как мать пророка Исы. К гробнице Богородицы ведут 48 ступеней. Храм имеет форму креста. Вот здесь справа захоронены родители Богородицы Иоаким и Анна. Этот предел является также усыпальницей Мелисенды, королевы Иерусалимской. Она была дочерью Балдуина II, рыцаря, тамплиера, который был королем Иерусалимским. И вот здесь есть плита, на которой написано, что здесь захоронена эта Мелисенда. Он сделан в форме креста. В правом пределе мы были. Сейчас мы идем в левый предел. Это предел Иосифа Обручника, мужа Марии Магдалины.
Иосиф Обручник был выбран ей в мужья, он был немного старше Марии и происходил из рода Давида. Супружеской близости между ними не было. Иосиф уважал и охранял обет целомудрия Марии. Гробница с погребальным ложем. Перед своим успением Мария призвала всех апостолов. Все они прибыли, кроме Фомы, который опоздал на 3 дня. Но он так хотел попрощаться с Богородицей, что апостолы решили вскрыть гробницу, но тело Божьей Матери они не обнаружили. На погребальном ложе были только пелены. Вечером во время трапезы апостолам явилась Богородица и сказала: «Радуйтесь, я всегда с вами». За Кувуклией находится чудотворная икона Божьей Матери. Скорбящих радости, обидимых покровительницы, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну. Друзья, вот такие храмы нам удалось сегодня увидеть. Конечно, эти храмы бесценны, как исторические, так и как культурные объекты. Я желаю вам мира и добра, и чтобы у каждого из нас была возможность побывать в святых местах, увидеть это, ощутить это. Это бесценно. Всем пока.